Летающие собаки звучит как нечто из области фантастики, но в загашнике у матушки природы найдутся всякие чудеса, даже самые невероятные. Далеко-далеко в Африке песики с крыльями действительно существуют. Встречайте египетскую летучую собаку или нильского крылана, вид рукокрылых семейства крыланов. Кстати, разницу между крыланами и летучими мышами я объясняла в ролике про летучих мышей. Ищите их в плейлисте «Животные планеты». Внешне египетские летучие собаки – это настоящие вестники Дракулы. Окраска в темных тонах, пугающие перепончатые крылья, острые зубы, обнаженные в ехидной улыбке. Чистые бесята, но пугаться их не стоит. Звери эти абсолютно безобидны. На людей они не кидаются, скорее всего наоборот, и даже на чужую кровушку не посягают. В зависимости от подвида длина тела составляет от 13 до 17 сантиметров, а размах крыльев достигает 60. При весе около 150 грамм. Длина передних конечностей до 10 сантиметров. Хвост короткий, не более сантиметра. Самочки немножко мельче самцов. Единственные, кому летающие песики портят кровь, это фермеры. Как и обычные собаки, крылатые песики дико социальны. Их стаи насчитывают сотни особей. Днем они отсиживаются в укромных пещерах, а ночью эскадрильи летающих троглодитов устраивают рейды на фруктовые посадки, выжирая почти все непосильно нажитые плоды. Инжир, апельсины, финики, бананы – все, что растет на просторах Африки, становится для нильских крыланов сладким ужином. Правда, вкусы у летающих собак довольно специфические. В первую очередь в расход идут недоспелые плоды, а фрукты, пораженные грибками и насекомыми, для них и вовсе самый желанный деликатес. Но когда собак много, им приходится довольствоваться и спелыми плодами. В любом случае, если стая добралась до чьих-то посевов, с пугающей скоростью исчезнет все, что растет на ферме. Кстати, как и наши лучшие друзья, летающие собаки легко приручаются и даже привязываются к своему хозяину, поэтому их часто содержат в качестве домашних питомцев. Они обладают врожденной сообразительностью и незлобным характером и даже не создают своему владельцу особых хлопот в содержании. Нильские крыланы обычно образуют небольшие колонии, и очень редко эти колонии бывают до 2000 особей. Но все они делятся на отдельные гаремы. Преимущественно собаки ведут ночной образ жизни, предаваясь сладкому сну в светлое время суток. Спят зверьки вниз головой, ухватившись цепкими задними конечностями за камни. Пробуждаются они по несколько раз днем для того, чтобы почистить мех, пообщаться или защитить свои владения от незваных гостей. Плотскими утехами летучие собаки занимаются тоже вниз головой. Половая зрелость у нильских крыланов наступает в годовалом возрасте. Мрачный период только в некоторых регионах происходит весной, а в остальных может происходить круглогодично. Нильские крыланы, как я уже упомянула, живут гаремами, состоящими из одного самца и нескольких самочек. Самец готов к продолжению рода постоянно. Он подкрадывается к подруге сзади, обхватывает ее крыльями и, вы поняли, от избытка чувств он кусает ее в шею и спину, поэтому процесс сопровождается громким шумом и криками. Кстати, детеныши крылатые песики рожают тоже вверх тормашками, чтобы новорожденный не упал вниз с огромной высоты. Крыланиха делает из своих крыльев как бы колыбельку, куда и падает маленький мокрый комочек. Рухнув в мамины объятия, детеныш быстро находит место питания и
присасывается к нему недели так на 3. Отпрыск быстро растет, и когда летать с ним становится тяжело, самка оставляет его дома одного. Нет, не навсегда. Периодически она прилетает к нему и прикармливает. Длится это до тех пор, пока однажды малой не покинет место заточения на своих 2 собачьих крыльях. Средняя продолжительность жизни египетских летучих собак около 20 лет. Египетские крыланы процветали тысячелетиями и жили бы и до сих пор, не ведая забот, если бы не людишки. Мало того, что мы вырубили леса, где летающие песики находили кров и пропитание, так еще и начали их массово истреблять за порчу фруктов. Ну и есть их, заодно не пропадать же тушкам. Ну а в 2014 году летучие собаки устали терпеть и нанесли людишкам ответный удар. Мир содрогнулся от ужасных новостей. В Африке началась эпидемия нового страшного вируса – лихорадки Эбола. Виновниками оказались наши летающие друзья. Они являлись переносчиками этой зловредной заразы. Как раз трапезничая жареными крылышками крыланов, человек и мог запросто подхватить жуткую лихорадку. Так что тут еще надо разобраться, кто виноват. Впрочем, пока что до массового вымирания нашим героям далеко. Летучие собаки слишком широко распространены, да и не везде к ним относятся с такой ненавистью. Некоторые голые обезьяны даже заводят их как домашних животных. А вы бы завели себе летающую собаку дома? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!